Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам невероятную историю одной приемной семьи. Эндрю Шварк – американец, Виктория Валикова – русская. Они познакомились в Гватемале, потом переехали в Соединенные Штаты Америки и там расписались. После этого переехали в Россию и первым делом решили взять приемных детей в семью. Приемную девочку Айсель забирали из детского дома города Уфы. В момент, когда ее забирали, она уже пережила трепанацию черепа и черепно-мозговую травму. Сначала кровная мама уронила ее со стульчика, а потом ее уронил отец. Без сознания ребенка нашла бабушка, которая и вызвала скорую. А потом родился ее братик Альбертик, которого в 3 месяца тоже изъяли у кровных родителей. Виктория и Эндрю приняли и этого ребенка. Сейчас в семье Эндрю и Виктории родилось еще 2 кровных детей. Они переехали в Аргентину и начали новую жизнь. Если честно, жизнь этой семьи больше похожа на приключенческий сериал. И я с большим удовольствием расскажу подробности их жизни прямо сейчас. Когда мы уже забирали детей, я была беременна. Я была на 6-м месяце уже, с животом большим. Вот. В итоге мы детей забрали, и через 3 месяца мы стали многодетными родителями. И получается так, мы, знаешь, с 0 до 3 за 3 месяца. И, конечно, мы прифигели. Мы так хорошо охнули, насколько это непросто. Но, как знаешь, я не жалею вообще ни об одной секунде всех этих решений принятых. Мне кажется, это огромная ошибка, что люди думают, что ты взял ребенка и должен его полюбить. Ты вообще не должен его полюбить. Я думаю, что вернее всего сравнить это с пожаром. Да? Ты идешь мимо горящего дома. Дом горит. В нем кричат дети. Да? Дети умрут, если ты пройдешь мимо. А если ты заберешь детей, они не умрут. Вот с этой позиции, мне кажется, класснее всего идти. Да? Потому что это не дети, которых ты произвел на свет. Это не дети, которых ты, знаешь, решил и типа создал. Да? Это дети, которые уже есть. Они уже есть, и они уже горят в аду под названием учреждение. В аду под названием детский дом. Вика, очень рада тебя видеть. Скажи, какое время года сейчас в Аргентине? Слушай, у нас весна. Взаимно. Тоже очень рада, что мы снова общаемся. Получается, 2 года, как вы в Аргентине, да? Да, примерно 2 года. Почему все-таки вы приняли это решение? Почему вы выбрали Аргентину? И насколько было сложно всей семьей, да, все-таки на тот момент было 3 еще детей, да, 3 детей. И, в общем, переехать в другую страну. Я расскажу, почему мы переехали в Аргентину. В целом, мне вообще близка Латинская Америка сама по себе, потому что вся моя работа и практически вся моя карьера, она связана как раз со странами Латинской Америки. И выбирая, куда переехать, было логичнее переехать туда, где ты знаешь язык, где ты плюс-минус понимаешь менталитет, хотя я на самом деле сказала бы, что Аргентина максимально отлична от всех других стран Латинской Америки. Это страна, где нету, допустим, мачизма, где нету этого главенства мужчины, где очень сильная феминистическая направленность. Ну и логистически Аргентина кажется вроде не самой удобной страной, потому что здесь, то есть она удалена от всего, от чего можно быть вообще удаленным. У нас есть шутка, что из Аргентины билеты в любую точку мира стоят примерно одинаково дорого. И это действительно так. То есть здесь, куда ты не полетел, ты все равно летишь долго, дорого и сложно. Но по факту здесь бесплатная медицина достаточно хорошего уровня. Здесь бесплатное образование даже для иммигрантов, даже если ты в статусе туриста, бесплатное образование, вплоть до университета, включая университет и начиная от яслей. Если вдруг ты захочешь там ребенка, можно уже его спихнуть хоть там в 2 месяца в ясли.
Вик, ну давай все-таки вернемся к началу твоей истории, потому что у тебя, в принципе, очень интересная история жизни, интересная встреча с твоим прекрасным мужем. Как вы встретились с Эндрю, да? Где ты его увидела и как вы познакомились? Давай начнем с этой истории. Мы с Эндрю познакомились в Гватемале. Да, и тут очень интересный момент, почему мы оба оказались в Гватемале, а не где-то в другом месте. Да. Мы работали. Да, у меня такой богатый опыт на работу в странах развивающихся. Я вообще по профессии врач, я инфекционист, тропиколог. И у меня есть еще специализация по организации здравоохранения в ограниченных ресурсах. И, собственно, вот этим я и занимаюсь сейчас, а в то время я работала просто тропическим врачом и даже, так скажем, просто врачом. Вот. И мы с подругой 1000 лет назад, в далеком 2015 году, основали свою благотворительную организацию и построили сначала одну клинику, как раз-таки в Гватемале, а потом и вторую клинику в Никарагуа. И, собственно, в самом начале пути я работала врачом именно в этой клинике, которую мы построили. Вика, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Чтобы построить клинику, нужны деньги. Да, нужны деньги. Где молодые девчонки на тот момент вы взяли, нашли деньги, чтобы это сделать? Мы собирали на краудфандинге. Краудфандинговые платформы в то время был, сейчас, кстати, тоже есть Бумстартер. Вот. Да. И мы собирали деньги вот с простых людей, рассказывали про нашу идею, про мечту. У меня была какая-то аудитория, потому что я уже в то время вела блог в ЖЖ, тогда еще был ЖЖ, живой журнал. И меня поддержали мои подписчики. Мы ездили с презентациями по России и рассказывали про проект. И таким образом собрали первые деньги. Ну и вот, собственно, если вернуться к истории про то, как мы познакомились с Эндрю. Эндрю тоже приехал, он работал на другую благотворительную организацию. И у них схема такая, что первый год они волонтерят в местных учреждениях. Вот он волонтерил в школе. Он был учителем английского в нашей школе, которая стояла вот прямо около клиники. Вот такая клиника, а здесь школа. И он там работал с маленькими детьми, преподавал английский в начальной школе. И мы, конечно, задружились сразу же. Вик, то есть получается, что небольшой промежуток времени прошел после того, как вы с ним начали, грубо говоря, дружить, да, и там буквально ты писала о том, что 2 месяца прошло, и вы поженились. Или больше? Нет, прошло больше. То есть всё было мы стремительно, просто, так всё. мы дружили долго. Ну, мы дружили, вот я говорю, то есть это поскольку, потому что я очень много работала, я вообще всегда много работаю. У него были свои проекты, и я и говорю, мы как-то мы рядом жили, но никто никогда, знаешь, у нас не было такого, что мы там лучшие друзья были. Нет. Потом он как-то он уехал в отпуск в США, и он начал мне написывать, а я еще не поняла, что за номер такой, потому что у меня даже номера его не было, потому что мы жили в одной деревне, в соседних буквально зданиях, да, и мы жили в клинике, а он жил вот у своей семьи. И никогда не было нужды какой-то телефон его иметь, потому что мы не общались. Вот. И тут мне с какого-то незнакомого номера какие-то приходят сообщения. Я такая, что за... Ты кто вообще? Вот. И потом он как-то мне сказал, что я ему нравлюсь. И я говорю, ну ладно, приедешь, поговорим. Вот. И мы переписывались где-то месяц, пока он был в отпуске. Потом я его встретила из аэропорта. Мы поцеловались. И и мы сразу начали говорить про то, что... то есть он меня сразу перед фактом поставил, что он не будет просто так, встречаться с кем попало. И что он хочет встречаться, чтобы жениться. И насколько что я думаю про брак, что я думаю про Бога, потому что он оказался еще православным. И это был вообще, конечно, еще вторая волна шока. Да, Вик. Он был православным. Да, он был православным. У него родители православные. Вот, поэтому я этого абсолютно не знала. То есть я вообще не в курсах была, что он православный. Вот, это какое-то такое провидение. Знаешь, когда люди говорят, что они не верят в чудеса, я вот верю абсолютно в чудеса, потому что это вообще чудо из чудес прям. Это чудо. Вот. Потом расскажу тебе про второе чудо, но вот основной первый момент, когда я вообще начала верить в чудеса, что он оказался православным. Я этого не знала все время, что он был там, все время, что вот мы когда у нас как-то закрутилось, завертелось, где-то там через
неделю, наверное, этого романа, я узнала, что он православный, потому что он начал мне говорить, затирать про Бога. И я такая, что вообще происходит? Что случилось? Вот. Почему, какие вопросы? Вот. И потом я выяснила, что он православный. То есть было много точек соприкосновения. Но тут, когда он начал задавать тебе вопросы, и ты на них отвечала, ты почувствовала, что это твой человек? То есть ты поняла, что вы в одном направлении мыслите, что у вас такое вот действительно единомыслие какое-то? Я думаю, что было... Мне понравилась, наверное, четкость. У меня до этого не было такого, что кто-то мне начинал говорить про брак в первую неделю там, как мы, отношений, да, то есть ничего такого не было, а тут мы как-то сели, дружненько обсудили про то, что мы хотим от этой жизни, и мне очень понравилась эта позиция, потому что я абсолютно придерживаюсь темы сейчас, что нет вообще никакого смысла долго ждать. Იხელა შენ შვილი შუთა შენ დამშვიდობა ისრაელსაზე და დიდება შენ და ვერხო ჩვენო დიდება შენ და შვიდობით უფლისა მიმართულოცოთ. Вик, давай все-таки вот расскажи про твою свадьбу. Где она проходила? В Америке Да, или в Гватемале? У нас было два события. Первое, которое мы сделали, очень быстро. То есть я приехала в Америку, и мы поженились просто... Знаешь, Вот, кстати, кажется, после наших одной из встреч, вот я помню, после интервью на Спасе, мне кажется, это было, я поехала в Америку, мы поженились. Там было все супер просто, то есть мы пришли к судье, и нас расписали. Вот. Но мы после этого все равно вместе не жили, и как-то не сказать, что много значения придали этому событию. А потом мы обвенчались в Грузии. Да, мы приехали в Грузию, и у нас была, на мой взгляд, большая, по нынешним меркам небольшая свадьба с платьем, там, застольем и всеми вот этими делами. Вот. Скажи, пожалуйста, как родители отнеслись к тому, что у тебя муж американец, а родители Эндрю к твоим? То есть насколько было вот это совпадание, было ли понимание друг друга? И как вообще сложились отношения у родственников твоих, самых близких? Очень хорошо, очень хорошо. У Эндрю очень хорошая семья, и мне кажется, что это один из таких основополагающих факторов, по которым я подумала, что он хороший человек. А потом, когда я приехала к нему в гости, я приезжала на Рождество, и мне очень понравилось, насколько там крутая атмосфера, как они все там, не знаю, играют в настольные игры, там поют под гитару, знаешь, вместе в церковь ходят, вместе там еду готовят, как бережно друг к другу относятся. Я подумала, да, я хочу стать частью этой семьи. Скажи, вот вы отпраздновали свадьбу, и после этого вы остались в России, правильно? То есть вот в Грузии вы отпраздновали, и все, и вы уже поехали в Россию, или нет? Нет. Мы отпраздновали свадьбу, и мы поехали в США. И в США у Эндрю они открывали новый проект, и он курировал один из проектов своей благотворительной организации в США. А я в то время, у нас была стройка второй клиники, и я все время летала то в Гватемалу, то в Никарагуа, то в Гватемалу, то в Никарагуа, в основном в Никарагуа, потому что было очень много административных вопросов, очень была проблемная, это был огромный проект, огромная стройка, очень много всего в этот момент, и поэтому мне надо было постоянно быть где-то. И поэтому мы сначала пожили в США какое-то время, где-то полгода, наверное. Потом мы пожили в Никарагуа, потому что мне надо было там достроить. И уже после этого мы улетели в Россию, потому что мы хотели забрать детей.
Почему тебе хотелось сначала усыновить? Почему ты для себя вот решила пойти по пути сразу приемного родительства? Я думаю, мы смотрели просто по силам, потому что мы были не уверены. Ну, то есть нет, моя-то была идея, мое приложение было абсолютно стандартное. Это давай сначала родим, потом усыновим. Он говорит, ну нет, потому что если для тебя принципиально усыновить, то, значит, надо смотреть, потянем ли мы больше после того, как мы усыновим. Вот. И поэтому, ну, и мне показалось, что достаточно логичный аргумент, потому что... А почему я хотела усыновить? Если честно, мне кажется, у меня были достаточно наивные представления о приемном родительстве в тот момент. Я работала на Гаити какую-то часть своей карьеры, и там было очень много, конечно, детей с улиц, и вот у меня был вот этот комплекс белого спасителя, да, что, типа, как бы было прикольно забрать бы ребенка, дать ему семью, дом, тепло, туды-сюды, вот. И я думаю, что я как-то шла в это все дело с позиции достаточно наивной. Вот. Это же уже происходило, когда был закон Димы Яковлева, правильно? Да. Да, Эндрю американец, и как ему позволили быть опекуном этих детей? Вот расскажи об этом подробнее. Да, я долгое время думала, что у нас не получится ничего, потому что я, как обычно, достаточно такой пессимистично настроена, была по поводу всего мероприятия. Но в итоге причем я консультировалась у всяких, известных юристов в узких кругах. И они мне говорили, они брали с меня много денег, и говорили, что, ничего не получится. Вот. Я, кстати, потом думала, что, а может мне сходить попросить мне денег обратно за все эти консультации, где мне говорили, что ничего у меня не получится. Вот. Да. И по факту, во-первых, пришлось переехать в Россию. Вот. И мы, на самом деле, планировали жить в России. То есть мы никуда не планировали уезжать. Вот. Поэтому мы переехали в Россию. Я начала процесс усыновления. То есть сначала у нас была опека. Сначала я собрала документы, потом достаточно быстро, то есть мы не искали детей, я нашла, первых попавшихся, мы забрали, вот. И я делала все на себя. Есть такая процедура, это усыновление с согласия супруга. Я просто усыновляла с согласия супруга. По факту, если у тебя есть российское гражданство, то без разницы, кто у тебя супруг, он может быть хоть американцем, хоть не американцем, вот, и, и все. То есть у тебя, как у гражданина Российской Федерации, есть право забрать детей. И все. Ног удирает, а котенок гав догоняет, а потом щенок погнался за котенком, а потом опять. Вик, давай все-таки к началу, да? Где вы их нашли? В каком городе? Что это были за дети? Расскажи их историю. Моя позиция, что вообще все эти безумные поиски детей идеальных на просторах. Часто я консультирую по усыновлению и по приемству. И эфиры даю, и с подписчиками своими общаюсь. И вот эта тема о том, что, у меня есть подруга, которая уже 5 лет ищет ребенка, и ведь детей нет, детей не найти, ведь нету... А потом идут критерии этого идеального ребенка, профессора и балерины, попавших в авиакатастрофу. То есть мне это не близко. Я собрала документы, мы хотели 2 детей, потому что я хотела большую семью и хочу большую семью до сих пор. Мне все еще не хватает. И я подумала, что мы потянем 2, а потом я забеременела. И я подумала, что, я вообще такая предлагала 3 сначала, потом я забеременела, такая, ладно, 2. И в итоге мы просто нашли, я выписала из базы данных всех детей до 10 лет, потому что Эндрю боялся, что если будет ребенок старше 10 лет, то он не выучит английский, он не сможет с ним разговаривать. Хотел помладше, но в итоге мы написали до 10 лет. Сиблинги, брат-брат, сестра-сестра, брат-сестра.
любой национальности, любых, знаешь, там, типа, меня спрашивают цвет глаз, там, кого вы хотите. Вот. Да. И мы написали до 4-й группы здоровья. Ну и, собственно, все. И я выписала вот себе всех, кого нашла в базе. Я нашла, 10 пар детей, которые были в Уфе. Вот тут, там, где мы были, я из Уфы, вот мы были в Уфе. Твой родной город. Да, мой родной город. И я пришла, получила заключение о возможности быть опекуном-усыновителем. И они такие, ну ладно, мы найдем, когда вам, мы позвоним. Я говорю, вот у меня есть список, можем сейчас посмотреть, кто там есть, можем вот этих. И еще кстати, мы смотрели всех, кто был под усыновление и под опеку. Вот, кто был, как это называется, без статуса. Вот. Да. И вот мне первого показали, сказали, ну смотрите, это национальный. У нас, понимаешь, у нас еще в России есть понятие национальные дети. Вот. Да. Будете смотреть национальных детей? В Башкирии дело происходит. Будете смотреть национальных детей? Я говорю, буду смотреть национальных детей. Вот. Ну и они сказали, мне там наговорили всего... Знаешь, про то, что там, что и забирать их собирается, что там мама навещает, и бабушка навещает, и дедушка навещает, и теть полно, и дядь полно, и все хотят забрать, при том, что дети маленькие, да, мы забрали маленьких детей. Альберту было 1 год и 2, а Айсель было 2 и 5, 2 и 6, вот так. И эти дети просидели вот так вот целый год в детском доме. То есть год просидели маленькие дети без мамы, без папы. Абсолютно здоровые дети. Хотя мне, там наговорили, конечно, много всего. Знаешь, как это обычно. А как они попали? Скажи, как они... Вика, скажи, как они попали в детский дом? Абсолютно здоровые дети. Ты говоришь, что приходили и мама, и папа, и все, и бабушки, и дедушки, все есть? Да нет, никто не приходил. На самом деле никто не приходил. Просто это все сказки нашей системы, к сожалению. Айсель мама отдала, потому что она была беременна тогда Альбертом. Ей сказали, что надо лечь на сохранение. Ей некому было оставить ребенка. Она ее отвела по заявлению. Вот. А потом Альберт родился. Она ее забрать не забрала, а Альберта уже изъяли органы опеки. Вот. И получается, что оба ребенка попали, то есть Альберт попал в 2-3 месяца, а Айсель попала в годик в детский дом. Ну и никто там никого не навещал. Я думаю, что мама пыталась как-то, наверное, в какой-то момент забрать, у нее не получилось. Бабушка тоже хотела забрать, но в то время не получилось у нее. У них потом после уже родилась еще одна сестра, и вот ее бабушка забрала. Ну, то есть не то, что забрала, то есть мама биологическая пришла, оставила бабушке и не вернулась за ребенком, вот, и бабушка оставила. Вик, ты рассказывала о том в своем блоге, что ты уже после того, как ты взяла детей, ты увидела шрамы на голове у Айсель. Правильно? Это да, так? Там такая мутная история, что я не знала, да, когда я забирала, я не знала, что у нее были какие-то травмы, что у нее была трепанация черепа, что у нее была там травма головы. Мне потом про это написала в Инстаграм тетя биологическая, что там как Айсель, а вы ее водите к неврологу, ведь у нее же была там травма головы и трепанация. Как она себя чувствует? А я до этого, слушай, я расчесываю ее и смотрю, шрам. И думаю, не может же быть такого, что мне в карточке ребенка, который был в учреждении, который там, знаешь, медосмотры каждый месяц, 1500 врачей тебя смотрят, и невролог, и терапевт, и педиатр, и все там 100 000 людей, и все пишут здорово, и никто не описывает, нигде в карточке нету про эту травму, да, а это ребенку вскрыли голову, убрали гематому, и она там лежала в реанимации без сознанки, в коме ребенок был, вот. И я, конечно, такая, что происходит? И но у меня тогда не было, слушай, я тогда не спала, мы вообще не спали никто, у меня было никакого ресурса, я ее сводила к неврологу, у меня мама невролог, я сама врач, я такая, мы сводили, у нее все нормально, и я не такая, конечно, капец. Вот. И тут мне надо было идти на лишение, потому что опекуны обязаны лишать прав
кровных родителей, если они там не исполняют свои обязанности. Вот. И когда я пошла на лишение, мне отказали. Мне не лишили прав сначала. И мне юрист сказала, что мне надо собрать какие-то доказательства дополнительные, кроме того, что там мама не платит алименты. Вот. И я сказала ей про травму, и она, типа, я не знала, что произошло. Я просто сказала, ребенок шрам в полголовы, что произошло, не знаю. Ну и вот, и я там играла в детектива, то есть я пошла, выяснила, в какой больнице, где они территориально жили, в какую больницу, скорее всего, ее бы привезли. У нас не так много детских больниц в Уфе, можно там по пальцам, везде можно запросы отправить. Выяснила, в какую больницу, запросила как опекун медицинские документы, запросила карту, и уже в карте прочитала, там описание такое, что типа там в такой-то день там отец уронил ребенка со стульчика, скорую не вызвали. Через неделю мать уронила ребенка со стульчика, и тоже не вызвали скорую. Нашла бабушка нашла без сознания ребенка, и бабушка позвонила в скорую, ребенка привезли, сделали трепанацию, была там субдуральная гематома, и ребенок был там сколько-то в коме, сколько-то в больнице. И вот тогда поставили на учет маму, ну типа семью. Вот. И я, конечно, прочитала, у меня, знаешь, в жилах, это я сейчас так весело рассказываю, у меня на самом деле всегда наворачиваются слезы на этом моменте. Вот. И я такая, ну да, наверное. Потому что до этого у меня еще было, знаешь, я такая думаю, ну, может быть, мама там как это восстановится, там, может быть, все равно ребенку лучше в кровной семье. И думаю, что, может быть, все, типа, все встанут на путь истинный. Вот. Но что-то после этого я подумала, что, наверное, вряд ли. Вот. Непонятно, что там происходило, вот. Но я так понимаю, что это все насилие, оно не только на маму распространялось, но и, возможно, на детей. Вот. И вот после этого я там принесла фотографии главы Айсель, принесла выписку из медицинской карты, и мы там типа с третьего раза я лишила родителей прав. Вот. Потому что если родители не лишены прав, то ты не можешь усыновить. Вот. И дети у меня были почти 1,5 года в опеке. Понятно, да. Вик, расскажи об адаптации. Я готовилась к самой жести. У меня была отличная школа приемных родителей, которую я проходила. И я прочитала еще кучу литературы, и мне кажется, я была очень хорошо подготовлена и в юридических аспектах, потому что я уже была готова защищать свои права, что у меня типа не получится усыновить. И я была супер, знаешь, прокачанная в плане того, что такое привязанность, что такое адаптация, что такое травма, что как типа что делать, прошла там кучу всяких курсов. Вот. И я была готова прям к жести. Первая книга, которую я прочитала, это была книга «Когда любви недостаточно», и она, мне кажется, является самой жесткой, то есть там все ситуации, которые описываются, и знаешь, из разряда, что там ребенок взял нож, решил зарезать там младшего брата, или там ребенок зарезал кошку, что делать? Или там типа ребенок размазал какашки по всей квартире. Как бы вот это ситуации, к которым я была вот готова. То есть я такая типа вот примерно картина моей жизни теперь будет. Это будет ад, и мне придется в этом аду жить сколько-то. А возможно всегда. То есть знаешь, пока моему ребенку не будет 18 лет. Вот. И когда мы забрали детей, я подумала, что на самом деле все не так плохо. Что есть, что нам очень повезло. Я считаю, что я самый вообще везучий человек. У меня в жизни все прекрасно. Потому что то, к чему я готовилась, это был уровень вот там. А на самом деле мы получили очень себе нормотипичных детей. Во-первых, мы забирали, там у них у всех было, знаешь, ЗПР, ЗРР, там умственная отсталость. Кто-то даже ставил маленьким детям, вообще не ставит умственную отсталость. Но тут, короче, они все были там, знаешь, у Альберта стояла ретинопатия. И он не стоял, не ходил, он сидел еле-еле, не говорил. У него вообще был такой замороженный, полузамороженный. Там оба они там на горшок не ходили. Ну, короче, вот... Ты была готова к самому страшному, но это страшное не произошло. Да, страшное не произошло, но мне кажется, знаешь, что то, что я готовилась к самому страшному, я когда рассказываю, то есть что происходило, и какие были ситуации с детьми, и то... через что мы прошли, и когда люди видели это со стороны, знаешь, когда там ко мне первые месяцы мы вообще никого не звали, но потом, когда начали звать, то есть как бы люди все пугались, им было страшно, и
Ну, то есть для всех это была какая-то жесть. А для меня это не было жестью. Это было что-то, что по силам. Вот. Несмотря на то, что я считаю, что это тяжело, и тяжело до сих пор. Да, прошло уже вот в ноябре, мы забирали их 18 ноября, если я не ошибаюсь, или 16 ноября, ну что-то такое. Ну, то есть будет вот 4 года, да, как мы забрали детей. Да. И до сих пор тяжело. Раз, два. Спасибо! Раз, два, три. Спасибо, Летик. Не поделись. Ты поделился со мной? Ты потому что любишь меня, что ли? Да. Раз, два, три. Спасибо. А ты можешь объяснить, что тяжело, что трудно? Трудно, ну, трудно совсем. Допустим, что дети, ну, первый год, наверное, дети очень плохо спали, а депривация сна – это очень тяжело. Ну, то есть для меня это одно из самого сложного вообще. И когда я была беременная, мой муж, он их укладывал и спал на ковре. Сначала мы пытались их там расселить по разным комнатам, а потом, в общем, понял он, что надо с ними быть вместе, и вот он спал ночью около них. То есть там они просыпались, начинали плакать, и он приходил, ложился, у нас тогда не было дивана, потом мы купили диван туда, в комнату к ним. Но изначально вот он спал типа на ковре и успокаивал детей. Вот. При том, что успокоить было невозможно, потому что если ты брал их на руки, они начинали орать ором. Вот. Засыпали, это было какой-то кошмар, это не засыпали по 3 часа. Типа Альберт еще более-менее засыпал, он потом по ночам просыпался и орал. А Айсель, она засыпала, ну вот реально, слушай, я не совру, ну вот типа 2-3 часа. То есть она ворочалась в кровати, она разговаривала, она плакала, она не хотела засыпать. И вот после всего этого она типа засыпала. Мы тогда еще были дурные, потому что Эндрю еще американец, и у них принято вообще, что дети отдельно спят от родителей. И мы все пытались внедрить вот эту идею, потому что у нас была фикс-идея, что дети должны, типа, надо их отселить отдельно от себя. Вот. Сейчас, если бы я уже, знаешь, с высоты опыта, я бы, конечно, никого никуда не отселяла, и спала бы вместе. Ну так, типа, в итоге и спал Эндрю с ними вместе, просто на ковре. Ну и как бы у них было расстройство привязанности во всей красе, то, что они могли уйти с любым человеком, особенно у Альберта. Он, знаешь, там на площадке мама какая-то выглядит лучше, у нее, не знаю, она играет там в телефон, и можно посмотреть в ее телефон игрушки красивее, у нее сумка лучше, он мог спокойно, типа, вообще без проблем уйти с кем. Ну, то есть вот его позвали, и он готов, типа, чесануть за кем угодно. У Айсель тоже долгое время она не различала, кто есть кто. Вот она очень быстро привязывалась. Мне понравилось, что у меня девочка, я ее там наряжала во всякие платьишки, и такая решила, что мне надо записать ее на балет. И там у нас был для вот таких лялечек балет прямо около дома. И я думаю, я запишу ее на балет, она будет в красивом платье у меня ходить, я буду ее снимать, там показывать всем красивые, какие у меня красивые дети. Да. Вот. И я заметила, что она очень привязывается к преподавательнице. Преподавательница в красивом платье, там танцует, и вот она прям не может уйти. Она не может уйти домой, у нее истерики, что ей надо уходить. Не потому, что ей так сильно нравится балет, а потому, что там индивидуальное внимание. Очень красивая девочка в красивой пачке, выглядит как кукла. И как бы у нее никакой еще привязанности тогда, конечно, не было. Ни ко мне, ни к мужу моему. Вот. Ну и да, у Альберта были ектации, это когда ребенок вот так вот шатается, себя укачивает, бьется, он бился об стенки решетки кроватки своей какое-то время, но у него достаточно быстро прошло.
он сосал палец вплоть до 4 лет. То есть у него буквально вот недавно, ему исполнилось вот 5 лет, он буквально недавно перестал сосать палец, и у него начались другие, типа другая серия тиков, то есть он потом начал расковыривать нос. И я помню, мы пережили, вот ты говоришь, что тяжело? Ну вот тяжело было, когда у тебя уже такой подросший ребенок, и он так вот сидит, один палец во рту, и 2 пальца вот так в носу, и он вот так вот сидит. И типа, знаешь, и как бы ты же не будешь каждому объяснять, там, встречному, что типа вот у него травма, вот у него там это типа после детского дома. Но было такое, что он так засовывал, потом еще подковыривал, у него типа кровь текла, и у меня было, знаешь, я уже там, знаешь, насмотрелась всяких там помад, как делать, потому что он себе доковыривал до того, что у него типа не останавливалось. И в России тоже, кстати, такая тема была. И я думаю, блин, сейчас реально, типа, вот опека ко мне придет, а у меня здесь кровавая подушка, кровавые эти, и вот объясняем потом, что типа это он пальцами расковыривает. Короче, жесть еще та. Ну и как бы эмоциональная нестабильность была, и сейчас намного лучше. Сейчас, конечно, небо и земля. Вот с тем, что было. Но поначалу, да, то есть дети, ну вот они боятся засыпать, они боятся чужих людей и не чужих, то есть с какими-то уйти хотят, какие-то, которые им напоминают, не знаю, что уж им там напоминают, ну мужчин в основном боялись, вот, могут убежать, куда-то там никуда не смотрят, там, знаешь, типа бежишь через маленький ребенок, ты за ним бежишь, он там не оглядываясь куда-то сигает. Истерики, часовые истерики, ором, с надрывом. Ну, тяжело, короче, было. Это Китти? Ого, какая Китти! Да. Я так понимаю, что еще вот эта тяжесть была связана с тем, что у тебя родился кровный ребенок. И вот мне интересно, да, ты взяла вот детей, да, ну по сути чужих, там, ребятишек вот этих, да, и у тебя родился свой кровный ребенок. Естественно, у тебя привязанность к своему ребенку. Вот скажи, как ты с ними нашла вот эти точки соприкосновения, и как вот, ну как сердцу женскому не разорваться? Ну, то есть зачем я это сделала? У тебя были такие вопросы? Ты себе задавала, зачем я это сделала вообще? Зачем? Нет, у меня не было. У меня было, ну, во-первых, у меня привязанность самая крепкая из всех моих детей к Альберту, к моему приемному сыну. Он для меня, вот когда мы его забрали, и мне, кстати, кажется, это не типа, знаешь, ну вот не то, что типа кровный, там, к дочери у меня меньше чувств. Вот, типа, вот прям любовь, она такая, типа, вполне она есть, она не такого масштаба, да. И я думаю, что это, типа, не моя какая-то проблема. То есть, в принципе, я знаю много своих подруг, много матерей, у которых вот к дочерям как-то не такая прям, типа, вот знаешь, лобзаться в десны. Вот. У моего мужа наоборот, то есть он, наоборот, очень обожает дочку нашу, и у них как-то сильнее вот эта вот, типа, связь, да. А у меня вот с Альбертом, когда мы его забрали, он такой маленький, он такой пухленький, он такой сладенький, такая булочка. То есть он вообще, прям у меня была вот любовь с первого взгляда к Альберту. И потом
Я даже сказала, что когда вот родился кровный наш Серафим, ну, то есть у меня не сразу была вот эта вот, типа, любовь вот с Альбертом была сразу. Мне кажется, это больше связано с тем, что он сразу был в этой фазе, когда младенцы самые сладкие. Да, вот у меня сейчас такой Паисий, да, у меня вот, типа, 4-й ребенок родился Паисий, и вот Альберт был в стадии Паисия. Вот он сейчас ему, типа, 9, но из-за того, что Альберт был мелкий, но пухлый, он был прям круглый, вот. И он был такой, как бы вот что можно сказать хорошее. То есть если можно что-то сказать о детских домах хорошее, что вот из дома ребенка, откуда мы их забирали, они были ухоженные. Да? Они были ухоженные, они были откормленные, они были на, знаешь, такие типа, прям у них не было никаких там, ну, проблем по, не знаю, знаешь, там бывает, забирают детей, и там у них типа под памперсами опрелости, худенькие, еще что-то. Нет, дети были откормленные, такие лощеные, вот. И Альберт, он был прям, вот, прям такой комочек любви. И я, когда я его взяла, я такая, все, это типа любовь. Вот. Поэтому у меня такого не было. А наоборот, родился кровный, и он был все равно как-то, его еще нельзя было тискать, он там типа голову не держит. Короче, все время только спит и ест, ничего не делает. Вот. И я скажу, что у меня вот типа сформировалась вот эта вот любовь к Альберту безумная, она до сих пор есть, и только сильнее, мне кажется. Вот. И несмотря на все вот эти трудности, как бы, наверное, поэтому я их и проживаю достаточно неплохо, потому что у меня основное чувство, которое меня преследует, это сожаление о том, что типа с ним произошло, и что с Айсель произошло, то, что с ним произошло. Потому что я прям думаю, это какая-то, ну, то есть это безумная несправедливость, почему с моими детьми произошел какой-то кошмар. Вот. И все остальное я как бы понимаю, что это типа не он плохой, потому что он ковыряет нос или сосет палец, а потому что это, ну, обстоятельства так сложились. Да, у него не было титьки, чтобы сосать, и он сосал палец. У него не было там возможности как-то выплеснуть свои эмоции, и он себя наказывал за то, что с ним происходило, там, ну, то есть расковыриванием носа, там, обкусыванием ногтей, еще чем-то. Поэтому, мне кажется, когда у тебя больше информации, то легче, конечно, это все переживать. Скажи, на каком языке вы говорите? Потому что ты говоришь на русском, а Эндрю говорит на английском. Мы с детьми, мы оба стараемся говорить на русском. То есть Эндрю говорит на ломаном русском, я говорю на нормальном русском. Дети говорят с нами по-русски. Мы просим их дома, чтобы они говорили по-русски. Они между собой играют на русском. Вот. А в садик они ходят, 3 старших вот ходят в садик, они там говорят на испанском. Вот. Айсель уже очень хорошо говорит, она говорит, наверное, лучше, чем я по-испански. Вот, а я хорошо говорю. Вот. С Эндрю мы говорим на английском между собой, и дети понимают английский тоже хорошо, потому что раньше мы пытались, знаешь, если мы хотим что-нибудь там, типа, знаешь, там, вот сейчас дети уснут, мы мороженое пойдем кушать. И теперь уже мы так не можем сказать, потому что Айсель такая, в смысле? Вы будете мороженое кушать тут без нас, что ли? Ну-ка, давайте нам тоже мороженое. Вот. Поэтому уже не получается. Ну и Айсель уже говорит немножко по-английски. Но в целом мы пытаемся, я вот пытаюсь как-то сохранить русский, потому что он сложнее, чем остальные языки, и ну, хочется, чтобы у них было какое-то преимущество, что даже если они нигде в жизни не устроятся, ну вот пойдут переводчиками. Хорошо. Вик, скажи, пожалуйста, мы про Эндрю не сказали, каким он все-таки стал отцом. И я так понимаю, вообще он так в первое время взял удар на себя, вот этот сон с детьми. Он идеальный отец. Он идеальный отец. Он взял, и он делает больше, чем я. То есть он реально более вовлеченный родитель, чем я. Ну, мне кажется, у нас есть разница небольшая, что он на самом деле не особо, он не карьерист, и он делает вот свою порцию работы. Он директор медиа, да, он типа делает подкаст, журнал, сайт, всякие такие вещи, соцсети, вот.
Он делает свою часть работы, у него нет такого, что у него какая-то есть там супермиссия, да, в этой жизни. И он вот с семьей и уделяет семье огромное количество времени. У меня чуть меньше, потому что у меня есть клиники, у меня есть какая-то еще миссия, я очень много делаю всякой общественной работы, и, конечно, ты не можешь делать все. Я не скажу, что я какая-то там невовлеченная мать. Я типа дорабатываю, и я не беру больше работу на вечер или в ночь или еще куда-то. Но я все равно меньше времени провожу с детьми. Часто он встает по ночам, часто он водит их к врачу, там на прививки, он ходит на все собрания в школе, он ходит на всякие детские дни рождения. Ну, просто у меня больше других забот. Вот. И я очень радуюсь этому. То есть он действительно... мне кажется, он, типа, в принципе лучше. Типа, его прям нравится. Куда-то... Где же мой стаканчик? Сейчас я тебе принесу. Как жаль, что папе ни одного не попалось, да? Да. Вау! Розовый. Тебе сколько пончиков попалось? Два. Папе ни одного не попалось, да? Нет. Да, бедный папа, да? Бедный. Папа, у тебя ни одного. У тебя ни одного. Подожди, Серафим, иди в кухню быстро. В кухню иди. О! Айсал, you're so nice. Ты с папой поделилась? Не поставь. Okay, I guess we know who is going to private school now. Вика, скажи, были ли у тебя разногласия с Эндрю по поводу воспитания приемных детей? И вообще детей? Да, были. Вообще, Эндрю из такой достаточно строгой семьи, еще до того, как у нас появились дети, у него было, знаешь, такое достаточно типичное для того, мне кажется, времени понятие, что физические наказания, в принципе, если заслужил, то типа можно. Ну, типа, знаешь, из разряда, что детей бить нельзя, но если, типа, заслужил, можно. Я его еще такая спрашиваю, типа, а что, тебя били, что ли, в детстве? Он такой, да нет, не били. А потом такой, типа, ну, хотя, да, было, типа, пару раз, я там, типа, сильно напроказничала, и, типа, папа меня там шлепнул чем-то, вот. И нам еще, ну, то есть это было в самом начале, и пришлось, мне кажется, пройти какой-то путь по тому, что, типа, бить детей нельзя, и вообще никак нельзя, наказывать нельзя, и так далее, и так далее. И там сейчас я уже не могу представить, что у него были бы какие-то, не знаю, попытки или еще что-то. Он даже не кричит. Вот я кричу, а он не кричит даже. Вот, то есть он такой спокойный. Мне кажется, что ну, с тем уровнем сложности детей, которые у нас есть, конечно, мы молодцы. Я не знаю, как не сойти с ума, когда двое приемных детей и два маленьких, то есть Серафим еще маленький, и Паисий вот недавно родился. Как вы эту всю логистику простраиваете? Мы стараемся не брать на себя больше, чем мы можем потянуть. У меня очень сложно это получается, на самом деле, потому что я хочу успешный успех везде. Вот. И я буквально недавно начала немножко попускаться и не работать по ночам, и больше времени спать, и понимать, осознавать, что
все не успеть. Просто не бывает женщин, которые успевают все. Я в это не верю. Я думаю, что за каждой женщиной, которая, типа, претендует на то, что она успевает все, и, типа, она и классная мама, и успешная бизнес-леди, и, там, не знаю, отличная любовница, и, там, не знаю, у нее идеальное тело, и она читает по 5 книг в день, и еще что-то, еще благотворительностью занимается. Я считаю, что это просто люди, которые врут, позиционируют себя так, как им хочется, чтобы их люди видели. Я в это не верю, потому что у нас есть ограниченное количество времени, ты не можешь быть хорош во всем. Поэтому чем-то приходится жертвовать, и мне кажется, что мы просто поняли, ну, я, по крайней мере, я не могу говорить за Эндрю, но в целом, как бы, вполне понятно, что ты не можешь быть идеальным, вот ты можешь быть достаточно хорошим, и можешь выбрать 1-2 максимум сферы, в которых ты будешь окей. То есть ты можешь, там, не знаю, на 5 заниматься своим здоровьем, на 5 быть там, из 10 нормальной мамой, на 5 быть хорошим руководителем и какие-то вершить дела. Ты не можешь везде быть 10, да, и еще супермоделью, еще бизнес-леди, еще богатым, и еще что-нибудь там, YouTube снимать. То есть как бы надо выбирать. Ну и вот мы выбрали, и мне кажется, что мы достаточно довольны тем, насколько мы справляемся. Вика, а как не потерять чувства друг к другу? Для кого-то, мне кажется, сейчас вообще жутковато будет звучать. В общем, первое, то, что мне кажется более... Ну, то есть то, что вообще дико звучит, это то, что если мы где-то напортачили, да, то есть что если мы там где-то грубо сказали, да, я очень резкий человек. Я, ну, вот на работе сдержанная, а так я, когда с близкими, я вообще могу не фильтровать и так это рубануть. Вот. Если кто-то резко что-то сказал, если мы... ну, у нас бывают часто какие-то такие непонимания, недопонимания, мы типа можем начать спорить, и мы не ругаемся, но, знаешь, так типа сказать, что ты понимаешь потом, что человеку ты неприятно сделал. Вот. Если что-то такое происходит, то тот, кто первый осознал, ну или кто был зачинщиком всего этого безобразия, он встает перед другим на колени. Вот. Мне посоветовал этот способ босс Эндрю, кстати. Он работает в благотворительной организации, у них православная организация, вот. Но при этом вполне адекватные люди, что, как известно, редкость среди нашего брата православного. Вот. Но вот типа адекватные. И я спросила, я говорю, он типа женат, там типа 40 лет. Я говорю, в чем секрет брака успешного? Он мне сказал, вот если ты не прав, на колени встаешь перед женой и извиняешься. Говоришь, прости меня, пожалуйста, я был дурак. Вот. И мы попробовали, офигенно. Вообще способ 100%. То есть вот прям рабочая тема. Кто-то сейчас но как бы не просто, знаешь, не просто встал и типа все, но как бы надо осознать, да, потому что я очень часто, я такая типа, вот он 100% не прав, я ему объяснила 33 раза, почему так сложно все это понять, почему он не догадался там т.д. и т.п. Когда я немножко подумаю, я понимаю, что типа вообще-то все на самом деле не совсем так, не все так однозначно. Это первый рабочий момент, работает 100%. Вот. А второй, менее вызывающий какие-то дискуссии, это что мы ходим на свидания. У нас 4 детей, дети маленькие, у нас у каждого по 2 работы. У нас там, мы пытаемся еще что-то делать параллельно, да, там, я не знаю, я вот на гитару хожу, вот, Эндрю фотографией занимается. То есть, как бы, ну, у нас какие-то еще есть, типа, интересы. Если мы не будем встраивать в свой график какие-то отношения друг с другом, то их не будет, да, и это, к сожалению, там, как бы, правда жизни, что у взрослых людей отношения запланированы. Вот как. Угу. Вик, ты знаешь, мне еще что интересно, когда на тебя смотришь, ты создаешь образ такой, очень такой самоуверенной женщины, такого, знаешь, командира. Так, вот ощущение, когда с тобой разговариваешь, думаешь, ну это же просто баба-кремень, баба такая огонь, и в этой семье точно матриархат. Это так или нет? Хороший вопрос. Наверное, нет. Наверное, нет. Потому что
Ну, то есть я действительно чувствую, что я ответственна за много вещей в семье. У нас нету такого, что там я ответственна только за стирку и готовку, да, то есть нет. Я бы не сказала, что у нас есть какое-то разделение обязанностей вообще, и, ну, то есть решения какие-то мы принимаем вместе. Я думаю, что Эндрю больше заботит мой внутренний комфорт, и если я спокойна, то вот ему хорошо. У меня есть вещи, которые делают меня спокойной. Когда есть, там, не знаю, еда, когда дети накормлены, одеты, умыты, там еще что-то. Вот. Ну и есть вещи, которые мне трудно делать. Я не люблю общаться с людьми. Да? То есть я не люблю общаться с людьми, потому что я очень много делаю по работе. Да? Я все время даю интервью, я все время общаюсь с крупными донорами, да, с организацией, я езжу на какие-то конференции, я веду соцсети, и это тоже общение с большим количеством людей. У меня большая команда, и я каждый день с ними на связи, у меня все время какие-то звонки. И когда я не на работе, я не хочу, я максимально хочу вот сидеть на диване и ни с кем не общаться. Я даже, знаешь, я не слушаю звуковые сообщения, и я не беру трубку вообще. То есть я вообще не слушаю звуковые и трубку не беру. Если мне кто-то записывает звуковые, я типа говорю: извините, у меня динамик не работает, я не буду ничего слушать, если я человека не знаю особенно. Вот. И поэтому вот Эндрю берет на себя те вещи, которые мне трудно сделать. Да, это общение с там, родителями. Знаешь, я типа не состою ни в одном родительском чате. Там я не... Там мы водим мальчиков на футбол. Он состоит в этой группе по футболу. Там еще где-то. Вот. С соседями там он дружеские отношения водит. Вот. Я вот максимально лимитирую. В то же время я делаю какие-то вещи другие лучше, чем он. Я точно лучше в конфликтах. То есть если с кем-то возникает конфликт, то я тот человек, который может отстоять свои права, потому что у меня большой богатый опыт борьбы с системой по работе и по жизни, да, в целом. Вот. Поэтому думаю, что в основном мы делаем, типа, кто первый успел, там вот кто у нас моет посуду. Кто первый успел, тот и помыл. Кто моет полы? Кто первый успел, тот и помыл. Кто убирает? Кто меняет памперс? Кто вот увидел, тот и меняет. Кто детей моет? Ну, вот мальчиков моет папа, девочку мою я. Да, и там сейчас она уже сама моется. Вот. И нету такого правила, где там, типа, муж должен там, не знаю, чинить что-нибудь. Ну, чинить, кстати, да, чинит он, потому что я просто не умею. Вот. Но, допустим, вот недавно он фартуки зашивал детям просто потому, что он первый увидел, что они порвались, и, типа, у него есть руки, вот он может пришить. То есть у нас нет точно такого, что там, типа, он мне помогает с детьми. Вообще нет. Типа, мы, равноправные партнеры, и мы, как бы, ну, кто смог, тот и смог. Вот. Точно нету патриархата, точно нет матриархата. Я думаю, что все равно у нас остались какие-то, типа, традиционные роли немножко. То есть он больше зарабатывает точно, чем я, раза в два. Вот. А я точно больше... Что я делаю больше? Что я делаю больше? Наверное, ничего я не делаю больше. Ну, то есть он просто больше зарабатывает. Вот. Такой, это что, это матриархат, патриархат, не знаю. Но то, что я такая бой-баба, это однозначно так. То есть однозначно я ни себя, ни там, детей своих в обиду точно не дам. Но когда я с Эндрю, то есть у меня точно нет такого, что я там считаю себя умнее, чем он, или успешнее, чем он, или там лучше, чем он. Нет, абсолютно нет. Вик, вот завершая разговор о приемном родительстве, можешь сказать, приемное родительство — это про что? Приемное родительство — это про познание себя, прежде всего. Для меня это прежде всего про борьбу с собственными демонами. Потому что
Вот когда я говорю, что типа изначально это что-то про там желание быть спасателем, еще кем-то. Ну, то есть в итоге ты спасаешь себя, спасаешь душу свою грешную от всего плохого, грубо говоря. И мне, кстати, меня тоже, возвращаясь к теме хейта, что многим не нравится, когда я говорю, что вот через приемное родительство это отличный способ взросления, и это способ становиться лучше. А мне очень нравится. Мне кажется, это офигенный инструмент. И вообще дети хорошо работают в качестве инструмента по самосовершенствованию лучше, чем всякие тренинги. Вот. А приемные дети — это такая вообще задачка со звездочкой. Поэтому я думаю, что я бы никогда не узнала, что я могу так сильно любить. И я никогда бы не узнала, что я настолько ужасный человек, если бы я не взяла детей. Потому что действительно там тебя это все повергает в отчаяние, ты хочешь в какой-то момент просто самоубиться от того, что у тебя, то, что это тяжело и тебе больно, и ты проживаешь травму своих детей, пропускаешь их через себя, вспоминаешь параллельно травмы своего детства, проживаешь их. Это огромная работа, и когда ты через это проходишь, и знаешь, вот ты хотел, не знаю, все бросить и пойти уткнуться, реветь в подушку, вдохнул, выдохнул, нашел в себе силы взять ребенка на руки и пожалеть. Да? Когда там, он, не знаю, взял, разбил твой там, телефон или там, стер запись, которую ты писал. Это улучшает тебя как человека точно и развивает точно. Ну и у меня такой уровень стрессоустойчивости сейчас, что когда мне люди говорят, знаешь, я часто делаю какие-то вещи, которые кажутся людям экстраординарными, а для меня они не кажутся экстраординарными, потому что у меня есть приемные дети. И ничего не является сложным по сравнению с воспитанием приемных детей. Вообще ничего. Вообще ничего. То есть вообще ничего. То есть вот знаешь, типа построить клиники типа сложно, а приемные дети это вот там где-то за потолком. Поэтому да, приемные дети облегчили мне жизнь в каком-то понимании этого слова. Вот полюбить, взять ребенка, да, вот ты берешь просто вот целую вселенную берешь, и ты его должен полюбить. А если не полюбишь? Ты не должен. Мне кажется, это огромная ошибка, что люди думают, что ты взял ребенка и должен его полюбить. Ты вообще не должен его полюбить. Я думаю, что вернее всего сравнить это с пожаром. Да? Ты идешь мимо горящего дома. Дом горит. В нем кричат дети. Да? Дети умрут, если ты пройдешь мимо. Если ты заберешь детей, они не умрут. Вот с этой позиции, мне кажется, класснее всего вот идти. Да? Потому что это не дети, которых ты произвел на свет. Это не дети, которых ты, знаешь, решил и вот типа создал. Да? Это дети, которые уже есть. Они уже есть, и они уже горят в аду под названием учреждение, в аду под названием детский дом. И вот этих детей ты забираешь дальше к себе. И дальше, что с ними происходит, на самом деле не так важно, потому что если ты их не бьешь, если ты их не насилуешь, если ты с ним их не ставишь, знаешь, в абсолютный игнор и не наказываешь их одиночеством, да, там, не закрываешь их где-то, и ты просто обычный нормальный родитель, обычный, вот среднестатистический, ты можешь их не любить, ты можешь там, не знаю, абсолютно, там, они тебе могут быть даже не особо симпатичны, да, поначалу особенно. Да. Но они уже не в учреждении, у них есть уже родители какие-никакие. Это уже в 1000 раз лучше, в 1 000 000 раз лучше, чем ребенок, выросший в детском доме. У него есть теперь шанс на жизнь. Вик, скажи, вот православная вера и вера в Бога, она тебе дает какую-то поддержку? Вот на этом сложном пути. И это важно, что ты идешь с Эндрю вместе? Конечно. Да, конечно. Но я вообще думаю, что вот очень трудно человеку
когда меня спрашивают, типа, можно, знаешь, там, типа, не выходить замуж, можно там не рожать детей людям, можно там есть ли какой-то другой путь, там еще что-то. Ну вот я вижу только два пути, то есть выйти замуж и монашество. Больше я не вижу для себя никаких вариантов, не потому что, типа, блин, это надо сделать, и потому что что-то там. Просто я не вижу других вариантов прийти к Богу. Вот. И поэтому думаю, что однозначно то, что мы вместе с Эндрю, мы друг друга направляем. Это наш способ идти и становиться лучше каждый день. Вот. И, конечно, без партнера, без того человека, который тебя немножечко, знаешь, так, типа, помогает тебе попуститься, мне кажется, это было бы сложно и, скорее, невозможно. Поэтому да, ну а вера в Бога, конечно. То есть, знаешь, мы сколько молились, когда мы только детей забрали, мы, кажется, только и делали, что молились, чтобы никого не поубивать и друг друга. Поэтому, конечно, да, и я думаю, что, несмотря на то, что я внешне произвожу, мне кажется, впечатление больше человека, который, ну, знаешь, типа, ты подойдешь ко мне, ты не будешь сильно думать, что я какой-то сильно верующий человек, там, православный. Вот. Но внутри у меня ощущение, что я бы точно не смогла. Без веры я бы точно не смогла. Ну и кроме того, я все-таки верю, что я такая, как Богом поцелованная, короче, что мне прям меня очень сильно ведет. И я доверяю очень сильно Богу. Я много вещей делаю безумных, потому что я точно знаю, что если они у меня получаются, то значит, это кому-то надо. И значит, это неспроста. И это очень сильно помогает не останавливаться, когда страшно, и не останавливаться, когда кажется, что что-то невозможно. Потому что в моей жизни постоянно я выбор делаю, и оказывается, что возможно. Красиво. Чуть-чуть. Мама битвая. Быстрая. А еще какая? Хорошая. Хорошая. Да. Хорошая. Это хорошо. А еще какая? Нас любят. Окей. Делает капотик, нам готовит еду. Какая мама? Здорово. Скажи, а в Аргентине есть православные храмы? Их много? Да, у нас штук 20. То есть есть возможность у вас ходить в церковь, да? Да. Мы ходим каждую неделю. Собираемся вместе в церковь с 4 детьми. Встали рано, мы спим все вместе. Видок, конечно, не очень, но кофе все исправит. Сначала покушаем яблочки, вафли, себе я еще готовлю яйца. Быстренько едим и подготавливаемся морально к тому, что начнем собираться. Читаем книжки, я немножко прихорашиваюсь и начинаю с младшенького. Он не сопротивляется, а вот старшие мальчики вполне себе с характером выбирают, что им одеть. С 3-го раза выбирают себе рубашки, надеваем пиджачки, и я начинаю готовить Айсель. Делаю ей прическу, она уже оделась сама. Малыша запихиваем в слинг и выходим. Едем на автобусе каких-то 5 минут. Ну, как вам такие сборы? У тебя как-то получается так совмещать быть мамой, быть приемной мамой, быть вот мамой, там, кровной мамой своим детям, хотя, я не знаю, наверное, различий нет, просто быть матерью, да, быть хорошей женой, и при этом ты еще успеваешь быть бизнес-леди, да, то есть у тебя, как я понимаю, ты вот как ты начинала рассказывать, сколько лет назад вы построили там первые 2 клиники, я так понимаю, что ты эту тему до сих пор развиваешь, и ты пытаешься помочь людям, ты пытаешься поддержать людей в других странах, да, и всегда, когда у кого-то что-то случается, ты всегда первая бежишь на помощь, ты помогаешь. Я помню эту историю, когда твои друзья попали в автокатастрофу, и ты на 7-м или на 8-м месяце беременности ты поехала помогать к ним, спасать их, и там вытаскивала из этой какой-то страшной больницы. В общем, удивительно, как в одном человеке, в такой вот хрупкой женщине сочетается столько много разных граней. Скажи, пожалуйста, вот сейчас в каком направлении ты смотришь? Ну, слушай, бизнес — это, наверное,
не совсем, не совсем, конечно, правильное слово, потому что бизнес приносит деньги, а наши клиники деньги только потребляют. Они не приносят ничего, потому что это благотворительность чистой воды. У нас своя благотворительная организация, и я сейчас генеральный директор. Вот. Я думаю, что мне просто... Я всю жизнь свою борюсь с несправедливостью. И в разных ипостасях, так скажем. Ну, допустим, я вижу большую несправедливость, что дети до сих пор в детских домах живут. Да? То есть я считаю, это ужасно. То есть нет ничего хуже детских домов. Должно быть такого, чтобы такого не было. Что я конкретно могу сделать? Ну, вот я взяла, забрала детей. Я, допустим, считаю, что в 21 веке дети не должны умирать от заболеваний, которые лечатся. Да, я считаю, что не должны. Вот в 21 веке дети от поноса умирать, от малярии, от пневмонии, от голода. Да, для меня это дикость. То есть мне кажется, это безумие какое-то. Что я могу для этого сделать? Вот по основной работе своей я строю клиники, чтобы людям было куда прийти, чтобы они не умирали, чтобы они знали, чтобы каждая мама знала, что вот ее ребенок заболеет, у нее есть место, где ей прийти, даже если она бедная. Даже если нет денег, ее спасут. Ее ребенка спасут. И то есть огромное количество вещей, которые я параллельно цепляю, и которыми я занимаюсь. Допустим, я недавно училась благотворительности, и моя дипломная работа была по проституированным людям. Да. И я подумала, узнала побольше про тему, подумала, что это ужасная несправедливость, что до сих пор у нас есть торговля людьми, и это позиционируется как что-то нормальное, да, то есть как бы, есть и есть, давайте легализуем. И я подумала, мне не нравится, я не хочу так. И я сделала работу, которая помогла бороться с этим. То есть мне кажется, просто у меня острое чувство того, что если тебе что-то не нравится, и ты считаешь, что что-то так не должно быть, то я пытаюсь это поменять. Потому что я просто мимо не прохожу. И я не знаю, зачем мне это конкретно. Я думаю, что это чисто эгоистичный порыв, что мне просто нравится. То есть мне просто нравится. Я люблю рисовать. Я люблю смотреть, как мои дети растут в семье, как они из детей, у которых не было будущего, стали детьми, у которых очень даже хорошая перспектива. Не стопроцентная, но перспектива есть. Не было клиник, люди умирали, мы построили клиники, и люди не умирают. Офигенное ощущение. Всем рекомендую. Вика, а как можно поддержать, скажи, твои клиники, твой проект, если вдруг у кого-то появится такая заинтересованность? Да, мы можем оставить ссылку на наш проект. Да. И каждый желающий, если у кого-то, если позитивного будет больше, чем хейта, можно зайти в комментарии и почитать больше про то, что мы делаем. Потому что, мне кажется, неправильно тоже, да, людям многим не нравится. Просто, допустим, не нравятся гватемальцы, да, не нравится. Да, не нравится. Многие скажут, почему мы должны помогать там каким-то гватемальцам, когда у нас... Да. Никто никому ничего не должен. Да. Никто не обязан спасать кого-то, кто ему не нравится. Да. Но я всегда говорю, что все дети мира, они плачут на одном языке. Да? И если ты шел по улице, в Москве и увидел, что ребенок, упал и ударился, но ты же не будешь сначала выяснять, какой он национальности. Знаешь, он там еврей или башкир, или там, Азербайджан приехал. Да? Вот тогда, если чисто кровный, то помогу, а если нет, то не помогу. То же самое, с нами, мне кажется, очень похожая история. Если есть возможность, мне кажется, для православного человека, да, если мы говорим про религии, да и вообще для любого, мне кажется, нормального человека, правильная реакция: можешь помочь — помоги. Не можешь помочь — не помогай. Если тебе нужна помощь, попроси, и помогут тебе. И у меня абсолютно такая позиция. Я никогда не разбираюсь. Я у меня есть сидит человек, просит милостыню. Помоги, если есть у тебя деньги.
Не надо разбираться. Зачем Мгм. разбираться? Что, Господь Бог, чтобы разобраться, там расследование провести? Кому надо больше, кому надо меньше? Мгм. То же самое у нас. Мне кажется, наша работа, она очень простая тем, что мы делаем ну, то есть понятное дело в понятном месте и по понятным причинам. Увидели, не смогли пройти мимо и помогли. И продолжаем помогать. Я абсолютно счастлива, что есть такая возможность. Потому что нужно тоже давать людям возможность помогать. Поэтому я абсолютно не стесняюсь, допустим, просить деньги на свою деятельность, потому что люди часто хотят помочь, они не знают кому. Мгм. Да. И если нет разницы, если они не разделяют людей, то почему бы не нам? Да. Почему бы не тем, кто живет прямо за гранью? Вик, у нас остается прям буквально 5 минут. У меня прям хотели с тобой 10 минут, уже опять проговорили 40. Это бесконечно. Скажи, если выбирать между Аргентиной, Америкой и Россией, где бы ты хотела жить, где бы ты хотела остаться, где бы ты хотела развиваться? Ох, хороший вопрос. Я думаю, что, вообще я не хотела уезжать из России. Я не хотела уезжать из России, и мне очень грустно, что за меня решили, да, грубо говоря, где я буду жить. И вынужденная миграция — это, конечно, очень грустно. Вот. Но я думаю, что важно, важно не унывать, потому что уныние — грех. И важно, мне кажется, адаптироваться в обстоятельствах, которые тебе посылаются. И страдать про то, что я такая бедная, несчастная, мне пришлось уехать, там еще что-то, наверное, неправильно. И поэтому я думаю, что я буду жить здесь, пытаться наладить свою жизнь, насколько это возможно, и радоваться каждому дню, потому что жизнь одна, и нету возможности страдать. Нужно делать, нужно жить, нужно максимально радоваться тому, что сейчас, как ты говоришь, мы молодые, у нас маленькие дети, у нас какая-то есть деятельность, что мы можем себе позволить наслаждаться и жить в моменте. Вот. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо и все у нас сложится.